Привет, друзья! Вы на канале Давай запишем, с вами Александр. Сегодня мы для вас подготовили очередной топ, где главными действующими лицами выступят маленькие полезные микшерные пульты. Начинаем. Наверняка многие наши зрители смотрели у нас на канале видео про целесообразность использования микшеров в домашних студиях. Там мы выяснили, что для каких-то определенных задач пульты вполне могут быть полезными. Это и репетиции, и какой-то дополнительный мониторинг, и популярное народное увлечение караоке, а в каких-то отдельных случаях и вовсе полноценная замена звуковой карте. И вот, исходя из всего этого, мы решили выбрать 5 самых популярных моделей, и сразу могу сказать, что наш топ не будет иметь расстановки мест по принципу превосходства одного продукта над другим. Вся эта пятерка – не что иное, как наш собственный взгляд на эти модели, как самые популярные и чаще всего используемые в домашних и не только условиях. На что мы обращали внимание? Удобство в работе, многофункциональность, качество компонентов и, пожалуй, достаточно. И заметьте, популярность по продажам мы привязывать сюда не будем. Ну а для чего мы это делаем? Возможно, это поможет определиться тем, кто еще до сих пор стоит перед выбором. Да, очень сожалеем, что в студии сегодня не может физически оказаться вся наша пятерка. Ждать этого счастливого момента – это значит не снять ролик никогда по нынешним-то временам. Поэтому будем разбавлять сегодняшнюю съемку фрагментами из уже снятых обзоров на эти микшеры. Благо успели, никаких корон тогда еще не было. Но между тем, пара экземплярчиков у нас таки присутствовать сегодня будет. И один из них – это самый дешевый из всей пятерки – Behringer Xenix QX1002 USB. Его цена на день съемки 9290 рублей. Дешевле подобные вещи только даром. С вашего позволения, я сейчас в него подключусь и продолжу наш топ-обзор уже с его помощью. Итак, продолжаем. И сейчас я вам представлю остальных наших гостей. В порядке повышения стоимости следующим у нас идет Soundcraft Notepad 12FX. Цена 13 990 рублей. За ним Yamaha AG06 с ценником 16 990 рублей. И практически одинаковые по стоимости Mackie Pro FX 6V3 и Allen Heat Z6FX 17700 и 17780 соответственно. Ну а теперь будем по порядку рассматривать все плюсы и минусы каждого, что в конечном итоге позволит определить, что именно могло бы вам подойти для выполнения каких-то своих определенных задач. Начнем в том же порядке от самого дешевого и вверх по цене. Номер 1. Behringer Xenix QX1002 USB. 9290 рублей. Пульт имеет 10 каналов, 2 моно, 4 стерео, компрессоры и 3 полосы на микрофонных каналах, плюс, естественно, фантомное питание, возможность подключения внешних приборов обработки и контрольной акустики, CD-тейп вход и выход, собственный процессор эффектов со 100 пресетами и, наконец, USB интерфейс 2x2. По начинке пульт просто обалденный за такие деньги. Сюда можно без проблем подключить хоть целый ансамбль, такого электронного вида, и тут же записать это все в режиме той же репетиции. Можно работать двоим вокалистам со своими ноутбуками, использовать как динамические, так и конденсаторные микрофоны и, повторюсь, мониторить происходящее, если в этом будет надобность. Что касается блока эффектов, то в любом случае из всей зашитой сотни найдутся 3-5 пресетов, которых вам вполне хватит для работы в ресторане, клубной самодеятельности и уж тем более домашнего караоке. Отдельным пунктом здесь хотелось бы выделить наличие достаточно мощного предусилителя на наушники. Он здесь такой, что могут позавидовать большинство звуковых карт.
Так что добро пожаловать в высокоумные наушники, громкости хватит. Одним единственным и самым большим вопросом остается, пожалуй, качество звука, которое можно выпросить у этого пульта. Владельцы вот таких бюджетных Behringer'ов наверняка знают, что с частотками хотелось бы иметь картинку повыразительнее, а также нередкая тема – это быстрый износ ручек-крутилок, которые начинают потрескивать и халтурить. И вот тут оно и начинает заметно работать правило: какая цена, такое и качество компонентов. Но вместе с этим можем посмотреть на все это и с другой стороны. Нет денег, а надо. Супер качество нам не так важно. Ну и крутим ручки аккуратнее, глядишь, и проживут дольше. В итоге, если не преследуете великих целей, если набор ваших задач ограничен работой уровня среднего класса, то достаем 9 рублей и вперед в хороший магазин. Чтобы не получилось так, что, не дай бог, оно будет с заводским браком, этого тоже нельзя исключать, вы должны быть защищены гарантийными обязательствами продавца. Идем дальше. Номер 2. Soundcraft Notepad 12FX. 13 990 рублей. Но прежде всего это полноценный интерфейс 4×4. Давайте глянем видео, на котором я показывал, как можно записывать с его помощью. Капельки дождя на моем окне, милый образ твой тенью на стене. Счастливы вдвоем. Так, теперь подробно. У него есть 12 каналов, 4 моно, 4 стерео, 2 моноканала с функцией Hi-Z, трехполосный эквалайзер на моноканалах, подключение внешней обработки, встроенный блок с 3 видами эффектов и тап-темпо. И вот сразу хочется сказать об эффектах. Их категорически мало. Хотя многие пользователи утверждают, что больше и не надо. Но так или иначе, когда их есть штучек 16 или 24, оно как-то все-таки повеселее. Поэтому можно сказать, что это своего рода минус. И тут выходом из положения может быть только использование внешнего прибора. А еще к минусам можно отнести то, что все-таки можно было бы на 2 моноканала придумать какие-нибудь компрессоры. Опять же, сами пользователи подобных пультов честно признаются, что он бы тут никак не помешал. А также еще одним вопросом является отсутствие отдельной шины AUX Return. Тут нам с вами придется пожертвовать одной стереолинеечкой. На что еще жалуются люди, и мы с ними где-то соглашаемся? Это отсутствие какого-либо включателя или кнопки питания. То есть воткнул в розетку, и он уже готов к работе. А зная, что частенько розетки нам попадаются не очень, это и правда момент неприятный. А также еще и то, что при недостаточном освещении все его ручки и кнопки читаются не очень хорошо. Ставим рядом лампочку и выкручиваемся. И все же, что касается качества его компонентов, то это уже уверенный шаг вперед от того же Behringer. Количество каналов здесь хватит для работы даже с небольшими живыми коллективами, не говоря уже о скромных домашних задачах. Ну и размер пульта, он просто обязан порадовать всех, кто резко ограничен свободным пространством. Это чуть больше листа А4. И повторюсь, самое интересное в этом микшере — это 4 канала на запись воспроизведения. Для кого-то это может быть просто необходимой опцией. Переходим к номеру 3. Yamaha AG06. 16 990 рублей. Но, друзья, тут уже назвать это устройство просто микшерным пультом как-то язык не поворачивается. Это прям чуть ли не какая-то музыкально-интернетно-рабочая мини-станция, что ли. Почему так? Смотрите. Хотим работать с гарнитурой? Пожалуйста. Электретные петлички гарнитуры.
запросто. Необходимым питанием они будут обеспечены. Хотим запустить в прямой эфир минусовку плюс гитару плюс собственный голос? Да нет проблем. Режим лупбэк здесь присутствует. Хотим добавить эффекта на голос и инструмент? Ну, послушайте сами. Кнопка Comp EQ включает компрессор и эквалайзер. Настройки по умолчанию предусматривают параметры, которые очень хорошо подходят для онлайн-трансляции и обеспечивают уменьшение нежелательного низкочастотного шума и колебаний уровня входного сигнала. Кнопки «Эффект» включают эффект реверберации для добавления естественной объемности звука. Наконец, кнопка Amp Sim включает симулятор усилителя, который воспроизводит звук с помощью фактического усилителя. Таким образом добивается эффект искажения. Так что его функционал просто очень радует. Ну а если смотреть на него чисто как на пульт, то это 6 каналов, 2 моно, 2 стерео, на первом фантомное питание, на втором Hi-Z, дополнительный выход на мониторы, предусилители Deep-Re с очень малым уровнем шума, плюс к нашим услугам приложение DSP Controller, которое позволит дополнительно настроить параметры встроенного процессора эффектов. Ну и, собственно, аудиоинтерфейс 2x2 с возможностью записи с разрешением 24192. В итоге карта, пульт или все вместе. На наш взгляд, как ни назови, но вещица эта очень толковая. Если это не совсем так, то отзовитесь, владельцы этого малыша, и подскажите, что там может быть не так. Если не считать за недостаток, то что питание у него возможно только от USB шины или переносного аккумулятора. Пишите, ждем. А мы продолжаем. И номер 4. Mackie Pro FX 6 V3. 17 700 рублей. Пульт этот имеет 6 каналов. 2 моно, 2 стерео. Один из которых на мини-джеке. Второй – стандартные джеки или USB. Оба моноканала оснащены предусилителями Onyx, функцией Hi-Z и двухполосным эквалайзером. Общий выход дублируется балансными разъемами, что очень неплохо, а также на борту этого микшера имеется процессор эффектов с 24 пресетами. Предлагаю вам послушать, как ведет себя этот самый Gig FX, которым и начинен наш шестиканальный Mackie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, достаточно неплохо для определенного рода задач. Что еще? Звукозаписывающий интерфейс у пульта 2:4. Запись возможна с разрешением 24-192. Ну и стоит добавить, что в комплекте с пультом поставляется весь необходимый софт для записи и обработки звука. Если коротко подводить итог, то можно сказать, что этот пульт для тех, кто хочет иметь на выходе уже совершенно приличное качество. Так что если по функционалу он вас может устраивать, то особо мучить себя сомнениями не нужно. Но парочка моментов, которые можно отнести к чему-то недостающему в этом пульте, все же есть.
Это отсутствие посыла на внешние эффекты, не захотели они этого делать или посчитали, что встроенного блока будет вполне достаточно, и отсутствие все тех же компрессоров на микрофонных входах. Что скажете, друзья? Отзывайтесь, мэкиводы. А мы переходим к нашей финальной позиции. Номер 5. Allen & Heath Z6FX. 17 780 рублей. Так, ну что тут можно сказать для начала? Во-первых, это еще больше качества, поскольку вся начинка сделана из еще более дорогих компонентов. И если проводить аналогии с внешними аудиоинтерфейсами, то это что-то вроде RME Babyface. Вот это как раз тот самый случай, когда предусилители на пульте можно использовать вместо встроенных в карту, и при этом можно ожидать только лучшего результата. Ну и подтверждается это в некотором роде тем, что цена на него выше, чем у всех предыдущих, и это при том, что пульт не имеет никаких USB-соединений с компьютером, то есть никакой прямой записи не предусмотрено. Отсюда и следует то, что основное внимание производитель обращает на звук. Второй момент. Пульт имеет все минимально необходимое для работы малым музыкальным коллективом. Видим возможность использования двух каналов в режиме Hi-Z, безусловно, вокалистам, работающим под носители с минусовками, по 2 моно- и стереоканала с эквализацией. Это позволит делать автономно и качественно каждому исполнителю. Ну и для работы дома, как в репетиционно-караочном режиме, так и для записи, используя микшер как, повторюсь, хороший качественный предусилитель. А что касается невозможности привлечь внешнюю обработку, то, скорее всего, внутренних эффектов должно вполне хватить для комфортной работы. Давайте послушаем краткий FX-обзор из нашего видео. Первая группа — это дилей. Начинается она с 10 номера. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Следующая группа — это Delay Verbs. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Третья группа — это Echo Verbs. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Следующая группа, четвертая, это группа Plates. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Следующая группа Холлы. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Шестая группа — это хорусы-даблеры. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. С 70-го порядкового номера начинаются фленджеры и фейзеры. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Восьмая группа — это группа эффектов симфони. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. И, наконец, девятая группа — это gated реверы. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Также процессор имеет функцию Tap Tempo, с помощью которой можно установить необходимое время задержки. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Ну вот, примерно так. И мне остается только снова запросить комментарии от пользователей этого пульта на предмет его надежности и качества работы. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями. Ну и поскольку наш список на этом исчерпан, хотелось бы подвести общую итоговую черту. Во-первых, подобные вещи нужно всегда приобретать после полного понимания ваших целей и задач. Во-вторых, необходимо получить грамотную консультацию от специалистов и, что очень немаловажно, услышать оценку того или иного пульта непосредственно от владельцев. Да, придется их поискать, собрать кучу мнений, но это стоит того, чтобы не промахнуться с покупкой.
Вот даже я сегодня неоднократно ссылаюсь на мнение пользователей и прошу их отозваться, поскольку понятно, что тест полчаса-час и работа какое-то более длительное время – это вещи разные. И на этом позвольте наш топ-обзор завершить. Работайте по возможности на хорошем оборудовании, получайте удовольствие и достойную оплату за свой труд, пишите нам, задавайте вопросы и будьте здоровы. Слушай, давай сами хоть послушаем, что это такое, а? Раз, два, три. Раз. Нормально. А еще? А вот так. Раз, два, три. Слушай, клево. А вот так. Раз, два. Здорово. Раз, два, три. Слушай, я себе хочу такой пульт.